Приветствую вас в этой новой осенней видеоистории. Октябрь был такой красивый и такой уютный, а как преобразился наш сад. Я, бывает, пересматриваю давние видео и удивляюсь тому, насколько все изменилось. Когда мы стали жить в нашем новом доме, а это было почти 9 лет назад, вся территория была достаточно пустой. Мы только занимались посадками, и все было такое маленькое. А сейчас, за эти годы, все так подросло, и столько растений радуют своей яркой листвой. Уже на днях в наших краях синоптики обещают ухудшение погоды. Возможно, заморозки и даже снег. Поэтому сейчас в саду много дел. Нужно подготовить многие растения к зимовке, а еще успеть посадить первоцветы. Для меня одно из самых вдохновляющих занятий – это сажать цветы осенью. Цветы порадуют своим первым цветением, когда только будет сходить снег. Что может быть прекраснее думать о весне осенью и держать в руках луковицы, полные жизни и будущей красоты? Еще прошлой осенью я хотела посадить на лужайке крокусы, и чтобы они рассыпались своим цветением так естественно и легко. Надеюсь, в этот раз у меня все получится, и весной они взойдут. Бывает, конечно, так, что не все первоцветы всходят, что-то съедают мышки, другие вовсе не приживаются. Но всегда есть надежда и это томительное ожидание увидеть результат своих осенних трудов весной. Чтобы вырезать в газоне ровные лунки, я использовала специальный конус. И в эти отверстия уже клала сами луковицы крокусов. Потом присыпала луковицы и возвращала обратно вырезанный при помощи конуса газон с землей и немного утрамбовывала его.
Вместе с Полечкой мы посадили подснежники на лужайке, пролеску, и я занялась посадкой тюльпанов. Я приобрела тюльпаны смешанной окраски. Там должны быть такие нежные цвета, как розовые, белые, кремовые. Некоторые луковицы я высаживала в специальные корзины. Другие же сажала без корзин, сразу в землю. Корзины, кстати, хороши тем, что защищают от грызунов. Но в то же время их нужно выкапывать намного раньше, чтобы они не мешали другим растениям. Октябрь – такой красивый месяц. Когда выходит солнце, все становится буквально золотым. Удивительно, как в этом месяце быстро меняются краски. А еще в октябре можно быть так близко к природе и почаще открывать нараспашку дверь на террасу и ловить слегка еще теплый ветер. Но особенную красоту осенней природы можно увидеть в парках, в тех местах, где были, жили и творили наши великие классики. И мы снова отправились на прогулку в любимую усадьбу Приютино. Усадьба находится недалеко от Санкт-Петербурга, и осень здесь особенно прекрасна. В усадьбе Приютино бывали и поэты, и писатели, и музыканты, и художники, такие как Пушкин, Вяземский, Грибоедов, Тургенев, Брюлов и Глинка, а Иван Андреевич Крылов, так как подолгу жил в этих краях, даже написал здесь несколько басен.
Есть такое прекрасное и довольно-таки небезосновательное предположение, что Александр Сергеевич Пушкин написал стихотворение «Я вас любил», когда в 1829 году посещал данную усадьбу, и оно было посвящено Анне, дочери владельца усадьбы. Тут действительно какой-то особенный дух. Ступая по извилистым диковатым тропинкам, кажется, что время остановилось. Этому месту так подходит осень с ее золотистой листвой, хмурым небом и туманом над гладью воды. Мне так нравится всегда декорировать дом к новому сезону. Осенью хочется, чтобы это было в природном стиле и немного сказочное, согревающее. И, конечно, что может быть лучше осенью, чем тыквы, как основа для того, чтобы сделать красивые фонарики. Страшные мордочки, которые чаще всего вырезают из тыкв, меня совершенно не вдохновляют. Поэтому мне пришла идея вырезать в тыквах звездочки и сердечки разного размера. Самое главное – это подготовить удобное место и хорошие инструменты. Должен быть острый нож. Лучше такой приобрести в строительном магазине, чтобы он был наточен и не гнулся. Формочки или трафареты с рисунком и молоток.
После того, как отверстие прорезано, самое главное – это тщательно выскрести всю мякоть из тыквы, так как если это не сделать, она может быстро испортиться и появится плесень. А теперь можно начать вырезать узоры. Для этого я использовала металлические формочки для выпечки печенья. Кстати, есть разные способы делать ровные узоры. Мне больше понравился вбить формочку молотком и уже внутри этой формы вырезать узор. Можно так не делать, но тогда узоры получаются не такие ровные. Сначала это кажется действительно утомляюще. Рука еще не приноровилась к тому, чтобы вырезать ровно, и кажется, что это никогда не закончится. Но уже после второго узора все идет как по маслу, и наоборот становится как-то захватывающе и интересно. Можно также дополнить узоры и сделать много маленьких отверстий при помощи шуруповерта с разным диаметром сверла. Тогда на поверхности получится целая россыпь огоньков, когда мы поставим внутрь тыквы свечу или гирлянду. Нужно обязательно прочистить отверстие при помощи небольшой палочки, а иначе свет будет плохо проходить, ведь внутри каждой дырочки остается много мякоти. Благодарю вас за ваше внимание и за то, что провели это время со мной. И, конечно же, до скорой встречи. Всего вам самого наилучшего.